Молодые люди, им нет и 25. Дорогие машины, фотографии самых роскошных городов мира, отдых на элитных курортах, эксклюзивные часы и украшения по цене квартиры. Они выглядят спокойно, уверенно. К 25 они уже закрыли все свои бытовые вопросы. Еда, жилье, деньги, будущее. Продай он хоть одну из своих машин, и этих денег хватило бы обычному человеку на несколько лет жизни. $3,5 миллиона. А теперь честно, что вы чувствуете, когда листаете это вечером после работы? Вот это неприятное чувство где-то между злостью и непринятием, и в голове начинают крутиться вопросы. Как у него так получилось, почему у меня не так, я что, хуже? Я учился, я работаю каждый день, честно, и все равно получаю столько, что едва хватает дотянуть до зарплаты. Этим я все время и занимаюсь, все для семьи, для тебя и для Кристофера. А он ничего не построил, никого не вылечил, ничего не создал. Такие как он либо мажоры, родившиеся в нужной семье, либо пустые блогеры, которые снимают ролики по 15 секунд и рекламируют казино, и при этом за месяц зарабатывают больше, чем обычный человек за 5 лет. Где логика? Где справедливость? Почему одним все достается сразу, а другим приходится годами выживать и доказывать, что они хоть чего-то стоят? Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Хотя стоп. Может быть, я сгущаю краски? Есть же и честные примеры. Марк Цукерберг придумал Facebook в 19, в общаге своей головой. Эван Шпигель придумал Snapchat, будучи студентом, и к 25 стал самым молодым миллиардером планеты. Никаких серых схем, мозги, идеи и упорство. Вот оно, живое доказательство. Работай, и все получится. Но многие из вас подумают, что вам уже ближе к 30, и у меня нет не то что успешного стартапа, нет даже намека на нормальную жизнь. Все вокруг как будто бы успевают. Зарабатывают, женятся, заводят детей, что-то строят. А я стою на месте. Может, я и правда опаздываю? Может, со мной что-то не так? Я мог бы сказать популярную мысль, которая всех успокаивает. Ты не опаздываешь, ты идешь в своем темпе. Бизнес обычно открывают не в 25, а в 50. Тело мечты строится не за полгода, а за 5 лет. Квартиру покупают не в 20, а в 40. Женятся в среднем к 30. Всему свое время. Твое просто еще не пришло. Уж поверьте мне, никогда не поздно. Или в моем случае никогда не рано. Быть тем, кем хочешь быть. Нет временных рамок. Начни, когда захочешь. Ты можешь измениться или остаться прежней. Для этого нет каких-то правил. Звучит хорошо, правда? А что если это самая удобная ложь нашего времени? Обезболивающее, под которым ты расслабишься, отложишь, выдохнешь, а потом тебе уже 40. Сил меньше, времени меньше, и твой поезд реально ушел. А что если ты не опоздал? Что если тебя просто заставили бежать чужую гонку? Навязали чужие цели, чужие сроки, чужое понимание успеха, а потом убедили, что ты отстаешь. Мы принимаем реальность такой, какой ее преподносят. Все банально просто. В этом видео не будет удобного ответа на такую сложную тему, и не будет простого «расслабься, все нормально», и не будет дешевой мотивации в стиле «вставай в 5 утра, и ты станешь миллионером», потому что это жизнь, и в ней слишком много решается еще до того, как ты вообще сделал свой первый осознанный выбор. Где ты родился, кто твои родители, сколько у них денег, и какие двери были открыты перед тобой с самого начала. В этом видео мы разберем честно, через цифры, реальные истории, судебные переговоры, чужой опыт и исследования на миллионах людей. Вы узнаете, почему вас каждый день заставляют чувствовать, что вы опаздываете, кому выгодна ваша тревога и сколько она стоит, и почему настоящая картина успеха совсем не похожа на ту, в которую нас заставляют верить. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб. Промзона. Обычный склад. Внутри частный самолет. Роскошный интерьер, кожаное кресло, иллюминаторы, столик под шампанское. Но есть одна деталь. Этот самолет никогда не взлетит. У него нет двигателей. Это декорация, фотостудия. Час съемки около $60. Запись на неделю вперед. Такие студии открываются по всему миру, и спрос колоссальный.
То есть люди платят реальные деньги, чтобы изобразить богатство. Зачем? А затем, чтобы лично вы в автобусе полистали ленту и почувствовали себя неудачником. Своих желаний у вас больше нет. Я навязываю вам мои. Чтобы понять, как работает эта витрина, давайте перенесемся почти на 85 лет назад, во время Второй мировой войны. 1942 год. Американцы изучают бомбардировщики, которые вернулись с боевых заданий. Смотрят на пробоины. Больше всего повреждений на крыльях и хвосте. Логичный вывод: нужно укреплять именно эти места. И тут математик Абрахам Вальд говорит: стоп. Вы смотрите не на те самолеты. Перед вами только те, что вернулись. С дырками в крыльях и в хвосте, как мы видим, они все равно долетели. Значит, нужно броню ставить туда, где у вернувшихся самолетов брони почти нет. В кабину, в двигатель и самые уязвимые части корпуса. Позже это назовут ошибкой выжившего. Так вот, ваша лента — это музей вернувшихся самолетов. На планете 8 миллиардов человек, но алгоритм показывает вам необычную жизнь. Он показывает самую верхушку, тех, кто реально взлетел, и тех, кто всеми силами пытается сделать вид, что взлетел. А миллионы людей, которые пробовали, рисковали, вкладывали время, деньги и силы, и не получилось, вы почти никогда не увидите. Их нет в рекомендациях, их не зовут на интервью, их истории не набирают миллионы просмотров. Потому что у провала не бывает сторис. Теперь про самую легкую работу в мире. Разберем, откуда у 25-летнего парня деньги. Блогер рекламирует казино. Как ему платят? Чаще всего процент с проигрыша каждого, кто перешел по его ссылке. Иногда пожизненно, пока человек играет. Его доход — это чужие проигрыши. Его легкие деньги собраны из зарплат его же подписчиков. Он богат ровно настолько, насколько беднеет его аудитория. Это не бизнес, это конвейер, который превращает чужую надежду в его Феррари. Понятно, я позвоню ему, когда появится крупная рыба. Рыба? Да, комиссионные. В этом суть нашей работы. Мы гребем дикие проценты. А также так называемые молодые трейдеры с 3 мониторами. Бразильские экономисты однажды проверили всех дневных трейдеров страны за несколько лет. Из тех, кто торговал больше 300 дней, 97% теряли деньги. Больше минимальной зарплаты зарабатывал 1 из 100. Один. И угадайте, кто из этой сотни побежит продавать курс успеха «Как я вышел за месяц в трейдинге на доход мечты». Правильно думаете. И 99 проигравших скинутся ему на новую машину, купив этот курс. Во многих сферах люди, которые сами не добились серьезного результата, ни в спорте, ни в отношениях, ни в бизнесе, начинают продавать другим воздух. Схема не новая. Во времена золотой лихорадки настоящие деньги зарабатывали не те, кто искал золото, а те, кто продавал им лопаты. Сегодня лопата называется наставничество и промокод на первый депозит. И вот здесь ключевой момент. Эта картина успеха в 25 не случайная. Ее создают специально. Это не способ вас чему-то научить, это воронка продаж. Продай мне эту ручку. Смотрите, как она устроена. Шаг первый. Показать тебе жизнь, которой у тебя нет и которую ты так хочешь. Шаг второй. Подождать, пока внутри прорастет зерно сомнения. А вдруг со мной что-то не так? Вдруг я все делаю неправильно? И шаг третий – продать решение. Курс, марафон, ставку. Наподобие «Успей, твое время уходит». Твое сомнение – это их товар. ДЗС. Д добивайтесь, З заключение, С сделки. Добивайтесь заключения сделки. Добивайтесь заключения сделки. Ты платишь своими деньгами и своим временем за их беззаботное будущее. И даже настоящие юные миллиардеры, такие реально бывают, не доказывают, что система честная. Потому что за каждым громким успехом почти всегда есть нюансы, о которых не рассказывают в коротких роликах. Сэм Бэнкман-Фрид, по прозвищу Кудрявый Сэм, основатель одной из крупнейших криптобирж FTX, в 30 лет имел состояние в 26 миллиардов долларов и место в списке Forbes 30 до 30. Его называли гением крипторынка, человеком, который якобы строил финансовую систему будущего, но уже в 32 он получил 25 лет тюрьмы. И теперь в Америке мрачно шутят, что у рейтинга Forbes есть неофициальное продолжение 30 до 30, в суд до 40, и таких примеров много. Элизабет Холмс, основательница Theranos. 31 ее состояние оценивали в 4,5 миллиарда долларов. Ее называли новой легендой Кремниевой долины. А потом Forbes обнулил ее состояние, компания рухнула, и Холмс получила 11 лет и 3 месяца тюрьмы за обман инвесторов. Тревор Милтон, основатель Никола. Компания обещала революцию в электрических грузовиках, а сам Милтон на пике считался миллиардером. В итоге его признали виновным в обмане инвесторов и приговорили к 4 годам тюрьмы. Тревор Милтон был приговорен к 4 годам тюремного заключения за участие в
мошенничестве, совершенном в компании Никоула, когда он был генеральным директором. В итоге судья постановил, что Тревор Милтон, основатель и бывший генеральный директор компании Никоула, проведет в тюрьме как минимум 4 года. То есть, как мы с вами уже понимаем, ничего просто так не делается. Если вас каждый день заставляют смотреть на чужую роскошную жизнь, значит это кому-то выгодно. Кому-то нужно, чтобы вы сравнивали, чтобы сомневались, чтобы чувствовали, как ваша личная жизнь убегает от вас. Потому что человеком, который сомневается в себе, проще всего управлять. Черт возьми, мы вкалываем на фабриках и в ресторанах, гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Зумеров называют поколением здесь и сейчас. Им нужно все и сразу, ждать они не умеют. Обычно это звучит как упрек, мол, молодежь испортилась. Но давайте честно разберемся, кто и зачем научил их жить именно так. Чужой успех обычно показывают в коротком видео под быстрый монтаж. Мне 19, у меня ничего нет, я сплю на полу. Резкая склейка, и вот ему уже 23, пентхаус, дорогая машина и жизнь мечты. Весь путь к успеху за 60 секунд. А мозг учится на примерах и по ним калибрует нормальную скорость жизни. Это как посмотреть таймлапс, где дерево вырастает за 30 секунд. Выйти в свой сад и решить, что ваша яблоня сломана. Яблоня в порядке, сломана калибровка. Если я не ошибаюсь, вы промотали вперед целый год. Теперь смотрите, как же на этом зарабатывают. Что обычно говорит почти любая реклама. Успей, только сегодня, последний шанс, осталось 3 месяца. Ощущение, что ты опаздываешь. Древнейший прием любых продаж. Человек, который спешит, он не думает. Он просто берет и платит. Кредит на новый телефон, потому что все уже с новыми. Курс за $1000, потому что потом будет дороже. Депозит в казино, потому что пока ты пашешь за копейки, пацаны поднимают реальные деньги. Залететь в бесполезные альткоины на последние деньги, потому что поезд уходит, сейчас же все полетит на Луну. Заметьте закономерность. Каждый раз, когда вам внушают, что вы опаздываете, кто-то на этом зарабатывает хорошие деньги. Вас толкают на риск за ваши деньги, а зарабатывает на этом кто-то другой. Я сижу и думаю, как сделать так, чтобы людям было плохо. А я думал, ты пишешь рекламу. Да, но нельзя продать что-то, не сделав людям плохо. Почему? Им нужно напомнить, что в их жизнях что-то не хватает. Всем что-то не хватает. Знаете, в чем главная болезнь молодого поколения? В сомнении. Нас заставляют сомневаться во всем. В своей внешности, чтобы продавать нам косметику, стероиды и пластические операции. В своих знаниях и навыках, чтобы продавать курсы с обещанием вывести на новый уровень. В своем темпе жизни. И это нам продает ставки, азарт и быстрые схемы заработка. И в отношениях своей жизни в целом. Задайте себе один вопрос. Кому выгодно, чтобы вы в себе сомневались? Уверенному человеку почти ничего нельзя продать. Сомневающемуся можно продать все. Это доказано. Бывшая сотрудница Facebook, Фрэнсис Хауган, раскрыла внутреннее исследование компании. Там было написано: платформа ухудшает отношение к собственному телу у каждой третьей девушки и подростка. Компания это знала и ничего не меняла, потому что тревожный человек дольше листает, а его внимание продается рекламодателям. И прекрасно об этом зная, вы ничего не предприняли, потому что он приносил огромные деньги. Вы делали по $1 миллиард в год чистой прибыли. Ученые из Пенсильванского университета зашли с другой стороны. Попросили студентов ограничить соцсети 30 минутами в день. 3 недели и уровень депрессии и одиночества у участников заметно упал. То есть, понимаете, ощущение, будто ваша жизнь это сплошное отставание, создано искусственно, а значит его можно контролировать. Так что поймите, корпорациям и блогерам выгодно, чтобы вы чувствовали себя неудачником. На этом строится их доход. Они забирают ваше время, ваши деньги и вашу веру в себя, а взамен строят собственное безбедное будущее. Но все же давайте разберемся, в каком возрасте люди на самом деле открывают бизнес, создают семью и зарабатывают свой первый миллион. Когда же обычно приходит главное достижение жизни? Попробуем ответить на эти вопросы с помощью статистики, исследований и реальных цифр. Загляните в себя, потому что только там вы найдете настоящую истину.
От нас вы никогда не получите истины. Мы скажем вам все, что вы хотите услышать. Мы работаем с иллюзиями. Все это нереально. Вы начинаете верить в те иллюзии, которые мы создаем. Во имя Господа, вы реальны, это мы иллюзия. Экономист Пьер Азуле и его команда решили посмотреть не на истории нескольких знаменитых предпринимателей, а на реальную статистику. Они изучили данные почти 3 миллионов основателей компаний в США. И выяснилось, что средний возраст человека, который открывает свой бизнес, 42 года. Не 22 и даже не 30, 42. Дальше интересней. Средний возраст основателей самых быстро растущих компаний США 45. Более того, основатель в 50 лет почти вдвое чаще создает сверхуспешную компанию, чем основатель в 30. А знаете, у кого шансы самые низкие? У 20-летних. У тех самых, чьи лица лента каждый день показывает вам как норму успеха. И они скажут, что ты уникален, не такой, как все. Но в жизни все это не имеет значения. Ты не уникален. Давайте посмотрим правде в глаза. История о студенте из общаги, который поднимался с самых низов, добился всего сам и покорил мир – это красивое кино. А история о 45-летнем инженере, который годами накапливал опыт, знания, связи и капитал, а затем методично построил успешный бизнес – это уже не кино. Запомните, правда об успехе почти всегда звучит скучно. Это годы монотонной, кропотливой работы, день за днем, без быстрых результатов и красивой склейки. Без паники решаете одну проблему, затем другую. Но именно этого вам и не покажут в Инстаграм. В 65 лет Харлан Сандерс потерял свой главный источник дохода. Новую автомагистраль положили в обход его придорожного ресторана, и поток клиентов почти исчез. Дело всей его жизни было уничтожено. У него оставались небольшие сбережения и $105 пенсии. Тогда Сандерс сел в машину и отправился по стране, предлагая ресторанам свой фирменный рецепт жареной курицы. Он сам готовил ее для владельцев заведений, договаривался о сотрудничестве и нередко ночевал прямо в машине. Большинство ему отказывало, но он продолжал ездить из города в город и шаг за шагом расширять сеть своей франшизы. В 73 года Сандерс продал компанию KFC за $2 миллиона. И все это стало возможным лишь потому, что он продолжал работать годами, даже тогда, когда большинство на его месте уже решило бы, что начинать слишком поздно. В определенный момент жизни нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем. Рэй Крок в 52 продавал миксеры для коктейлей, пока не заехал в закусочную братьев Макдональдов. Вера Вон пришла в моду в 40 лет и стала одной из самых влиятельных фигур в мире свадебной моды. Джоан Роулинг, автор Гарри Поттера, в 31 год была матерью-одиночкой, жила на пособии и получала 12 отказов от издательств, но продолжила писать и создала одну из самых успешных книжных серий в истории. Стэн Ли в 38 считал себя неудачником и хотел уходить из комиксов. И именно тогда он придумал супергероев, которые изменили мировую культуру. А Уоррен Баффет, самый известный инвестор в мире, больше 99% его состояния заработано после 50. Он сам сравнивал жизнь со снежным комом. Все, что нужно для успеха, это липкий снег и очень длинный склон. Вот она ключевая мысль. Успех – это накопительный эффект. Геология – наука о давлении и времени. Вот и все, что требовалось Энди. Давление и время. Нейробиологи Джошуа Харсхорн и Лора Джермин протестировали десятки тысяч людей разных возрастов и выяснили, единого пика интеллекта просто нет. Скорость обработки информации достигает максимума примерно в 19 лет. Кратковременная память около 25. Способность понимать людей и считывать их эмоциональное состояние продолжает развиваться после 40, а словарный запас и накопление знаний могут достигать пика ближе к 65 годам. С возрастом мозг не становится хуже, он просто начинает работать по-другому. В молодости он похож на быстрый процессор, позже на огромную библиотеку, которой управляет очень опытный библиотекарь. А теперь вопрос. Кто чаще побеждает в бизнесе, переговорах, найме и понимании рынка? Быстрый процессор или опытный библиотекарь? У каждого возраста свои сильные карты. В 20 это энергия, здоровье и право на ошибку. В 40 экспертность, связи и понимание людей. В 60 десятилетие опыта, до которого молодым еще только предстоит дорасти.
Ни один расклад не лучше другого. Проигрывает только один человек. Тот, кто не разыгрывает свои карты, потому что всю игру смотрит в чужие. Исследователь Дэвид Галлинсон обнаружил похожую закономерность даже в живописи. По его мнению, существует два типа творческих гениев. Первый – концептуалисты. Они рано находят большую идею и быстро достигают вершины. Например, самые ценные работы Пикассо были созданы в молодости. Вторые – экспериментаторы. Они идут к своему стилю медленно, через годы практики, ошибок и постоянных попыток. Лучшие работы Сезанна появились ближе к концу его жизни. Оба перевернули искусство, просто каждый сделал это в свое время. Поэтому, возможно, главный вопрос звучит не так, я уже опоздал или еще успеваю, а так, по какой траектории развиваюсь именно я. Ну тогда получается все, можно выдохнуть. Спешить некуда, всему свое время, мое время еще не пришло. Если вы так подумали, это главная ваша ошибка, и вот почему. Я убеждаюсь, что нет в нашем языке более опасного слова, чем «молодец». Небольшой тест. Ответьте на него максимально честно. Просто продолжите фразу «Я иду в своем темпе». Куда иду? Если после этого вопроса в голове возникает тишина и вы не можете представить, к чему именно движетесь, у меня для вас плохая новость. У вас нет своего темпа. Вы просто остановились. То же самое мы делаем с собой ежедневно, навешивая на себя столько всего, что не можем двигаться. А движение — это жизнь. Темп — это продвижение. Нет движения — нет темпа. И вот здесь фраза «у меня свой темп» превращается в удобное оправдание, потому что за этими словами можно спрятаться и ничего не делать. 10 лет бездействия могут обойтись вам очень дорого. Сейчас объясню почему на простом примере сложного процента. Два человека откладывают по $100 в месяц под 8% годовых. Один начал в 25, второй в 35. 65 у второго около 150 тысяч, у первого около 350. Просто вдумайтесь, за эти 10 лет первый внес всего на 20 тысяч больше, а на выходе получил в 200 тысяч больше. 12 тысяч превратились в 200. В первые годы рост почти незаметен, а потом набирает такую силу, что меняет все. И касается это не только денег. Здоровье, навыки, репутация, отношения – все это тоже приносит проценты. Каждая тренировка, каждая прочитанная книга, каждый сохраненный контакт – маленький вклад. Проценты по нему капают даже тогда, когда вы спите. Что бы вы ни сделали, все это станет не более чем жалкой каплей в бесконечном океане. Но что есть океан, если не множество капель? Поэтому каждый год бездействия – это не просто потерянный год, это результат, который вы могли накопить, но так и не начали. И скажем честно то, о чем мотивационные ролики и гуру молчат. Некоторые окна, правда, закрываются. Профессиональный спорт, отдельные профессии, биологическое окно рождения детей. Кто говорит вам все возможно в любом возрасте, врет вам так же, как тот, кто говорит после 30 поздно. Психологи Томас Гилович и Виктория Медвик годами изучали человеческие сожаления. Сразу после события сильнее были то, что мы сделали. Ошиблись, провалились, сказали грубость. Стыд и разочарование за неправильный поступок еще свежие, но с годами все меняется. Самое тяжелое сожаление чаще связано уже не с ошибками, а с тем, чего человек так и не сделал. Не попробовал, не рискнул, не признался, не ушел, не начал. Ошибка со временем перестает болеть, а упущенная возможность может преследовать всю жизнь. И что же по итогу мы имеем? Лента кричит: ты опоздал. Другие успокаивают: ты никуда не опаздываешь. Но обе стороны спорят только о скорости, и почти никто не задает вопрос важнее: а куда мы вообще бежим? Что находится на финише? Деньги? Семья? Успех? И кто решил, что финиш у всех должен быть одинаковым? Попробуйте прямо сейчас одним предложением ответить, что лично для вас означает успех. Потому что у каждого свой ответ, а значит у каждого из нас не только свой темп, у каждого свой маршрут, своя дистанция и собственный финиш. Знаешь, в чем секрет жизни? Нет. В чем? В одном. Только в одном. Держись этого, а все остальное дерьмо собачье. Все это здорово, но что это за вещь? Ты должен понять это сам.
Еще в 60-е годы социолог Бернис Нугартон описала явление, которое управляет нами до сих пор. Она назвала его социальными часами. В каждом обществе есть негласное расписание. Когда доучиться, когда жениться, когда квартира, когда состоялся. Оно нигде четко не прописано, но тикает в голове у каждого. Выбиться из жизненного графика включается тревога. По опросам около 3-4 тысяч людей от 25 до 33 проживают кризис четверти жизни. То есть панику «я не успеваю». К 30 годам мои родители уже завели 2 детей. Они получали стабильную зарплату и платили ипотеку. Через 8 дней моя юность безвозвратно пройдет. И чем же я могу похвастаться к этому времени? Но вопрос, кто решил, что к определенному возрасту у нас уже должны быть деньги, семья, квартира и успешная карьера? Точно не вы. Эти правила придумал мир, которого больше не существует. В 1981 году средний возраст американца, впервые купившего свое собственное жилье, составляет 25 лет. Сегодня 38. Исторический рекорд США. Про наши реалии я вообще молчу. Возраст первого брака за полвека сдвинулся лет на 7-8. Для поколения наших родителей квартира, машина и семья к 30-40 годам казались обычным жизненным этапом. Сегодня человек того же возраста может хорошо зарабатывать, но все равно годами снимать жилье, копить первый взнос и откладывать рождение детей. Жизненная дистанция стала длиннее, а каждый шаг дороже. Но мы все еще сравниваем себя с поколением, которое жило по другим правилам. Вы не стали медленнее, вам просто усложнили маршрут, но оставили старые сроки. Теперь давайте поговорим про сам финиш. Допустим, успех — это деньги. Но сколько? $1 миллион? Для Манхэттена или Монако это скромная квартира. Для маленького города целое состояние. Но вот допустим, $1 миллион у вас в руках. Получается, финиш и жизнь удалась? Но это не так. В 1978 году психологи сравнивали победителей крупных лотерей с обычными людьми. Спустя время после выигрыша победители не были счастливее. Мозг адаптируется к любому уровню жизни. Это называют гедонистической беговой дорожкой. Ты ускоряешься, дорожка ускоряется под тобой. Новая квартира через полгода – просто квартира. У финального разочарования даже имя есть. Ошибка прибытия. Годами верить, что на вершине счастья, потом долезть, а там только вид на следующую вершину. Я ведь к этому дню шел всю свою жизнь. Ждал другого чувства. Получается, они в деньгах счастья? Они не важны? Еще как важны. Бедность — это боль, и философия она не лечится. Но исследование Нобелевского лауреата Канемана и его оппонентов сводится в одном. Деньги реально повышают качество жизни, но каждый следующий заработанный доллар приносит все меньше счастья. Деньги отлично убирают минусы жизни, а плюсы создают плохо. Как обезболивающие и витамины – это разные препараты. И вот главная проблема. Почему плохо, даже когда объективно все нормально? В 1954 году психолог Лен Фистингер показал, у человека нет абсолютной шкалы для оценки себя. Мы понимаем, кто мы только одним способом, сравнивая себя с окружающими. Такова наша прошивка. 100 тысяч лет она работала честно, потому что нашим окружением было племя. Антрополог Робин Данбар подсчитывал, наш мозг рассчитан примерно на 150 стабильных связей. По факту небольшая деревня. В деревне сравнение честное. Ты видишь не только урожай соседей, но и как он пашет в 4 утра. А теперь представьте, мозг, который тысячелетиями сравнивал человека с небольшой группой соплеменников, каждое утро видит лучших из 8 миллиардов людей. Причем они показывают только результат. Деньги, путешествия, машины и красивую жизнь. Без провалов, трудностей и многих лет работы. Но наш мозг не воспринимает молодого блогера из Дубая как далекую картину из интернета. Для него это почти сосед, член вашего племени. И каждый раз, когда вы смотрите на его жизнь, племя как будто говорит вам: посмотри, все уже впереди, последний ты. Но только мне кажется, лучше стать королем на один вечер, чем всю жизнь ходить в дураках. Вы слышали фразу «сравнение – вор радости»? Она не совсем точная. Вор приходит без приглашения, а сравнению вы сами открываете дверь. Каждое утро, когда начинаете листать ленту. И вот давайте сейчас подведем небольшой итог. Общего финиша не существует. Расписание, по которому вы пытаетесь бежать, устарело на целое поколение, а организаторы этой гонки зарабатывают на вашем ощущении, что вы постоянно отстаете. Кажется, теперь вы понимаете больше. Остается последний момент, самый спорный. Это главная лотерея в вашей жизни. Лотерея, в которой вы приняли участие еще до своего первого вдоха. Вы же хотите, чтобы ваш ребенок взял наилучший старт?
У Уоррена Баффета есть мысленный эксперимент, которым он объясняет значительную часть собственного успеха. Он называет его «лотереей рождения». Представьте, за сутки до появления на свет вам выдают билет. Он определяет всю вашу жизнь: страну, эпоху, семью, здоровье, стартовый капитал, язык, на котором будете говорить и думать. Раньше ребенок считался здоровым, если у него было по 10 пальцев на руках и ногах. А сейчас, через несколько секунд после моего рождения, уже были известны точное время и причины моей смерти. Баффи честно говорит, главное событие его жизни случилось до его рождения. Он вытянул счастливый билет. Здоровый мальчик, США, 20 век. Все остальное не важно. Экономист Бранко Миланович перевел эту лотерею в цифры. Значительная часть пожизненного дохода человека определяется всего одним фактором – страной, в которой он родился. Добавьте сюда семью, здоровье, историческую эпоху и состояние экономики в момент, когда вы начали взрослую жизнь. Кто-то выходит на рынок труда во время подъема, а кто-то в разгар кризиса. И тогда становится понятно, на долю личных заслуг приходит меньше, чем мы привыкли думать. Но табло жизненной гонки показывает только итоговый результат. Оно не учитывает, с каким здоровьем вы родились, какую поддержку получили и насколько далеко от стартовой линии начали. Как будто все стартовали с одной линии. Когда тебе воспридет на ум кого-нибудь критиковать, сказал он, ты прежде вспомни, что не все люди в этом мире имели такие возможности, как ты. Кстати, о стартовых линиях. Видели, как начинаются соревнования на дистанции 400 метров? Бегуны стоят не на одной линии, а лесенкой. Спортсмены на внешних дорожках начинают заметно впереди, потому что их путь по повороту длиннее. Со стороны кажется, будто им уже дали преимущество, хотя сам забег еще даже не начали. Ваша лента – это трибуна, с которой не видно, что дорожки разной длины. Пентхаус 23-летнего наследника и съемная квартира обычного работяги – это разные стартовые отметки. В 2018 году итальянские ученые построили компьютерную модель, 1000 виртуальных людей, у каждого свой уровень таланта, срок жизни и поток случайных удач и неудач. Симуляцию прогоняли снова и снова, и результат тоже повторяется снова и снова. Самыми быстрыми становятся далеко не всегда самые талантливые, чаще это люди со способностями выше среднего, которым несколько раз крупно повезло. Таланты и труд необходимы, без них вы просто не сможете воспользоваться возможностью. Но кому, когда и сколько возможностей таких выпадает, во многом решает случай. Да, труд обязателен, но люди боятся признать, какую большую роль играет случай. Успех — это не только то, насколько хорошо вы играете. Это еще и то, какие карты вам раздали. А теперь посмотрите на свои карты. Почти половина человечества живет меньше, чем на $7 в день. Если у вас есть крыша над головой, еда в холодильнике, врач и интернет, с помощью которого вы смотрите это видео, по базовой обеспеченности вы впереди большинства жителей планеты. Есть жилье и хоть какое-то сбережение. Медиана богатства взрослого человека в современном мире около $20 000. И это не доход за месяц или год. Это все его состояние. Деньги, накопления и имущество. То есть половина взрослых на планете владеет меньше, чем $9 000. Возможно, вы неудачник только внутри искусственной витрины. На реальной карте человечества вы наверху. Это простая статистика. Но вот теперь, получается, точно можно расслабиться и ничего не делать. Нет, друзья, мы уже знаем, чем заканчивается остановка. Нужно не сдаваться, а правильно определить свою точку старта. Философы назвали это дихотомией контроля. Есть вещи, которые от нас не зависят. Страна и семья, в которой вы родились, эпоха и многое другое. И вы совсем не волнуетесь. А это поможет? А есть то, что зависит от нас. Решение, которое вы принимаете сегодня, и следующий шаг, который делаете завтра. Большая часть страданий начинается тогда, когда мы пытаемся изменить чужой старт, вместо того, чтобы двигаться со своего. Фраза «ты не опаздываешь, ты идешь в своем темпе» одновременно и правда, и ложь. Все решает одно слово. И это не слово «темп», это слово «идешь». Если вы идете медленно, неровно, с ошибками, но все-таки идете, фраза «я двигаюсь в своем темпе» становится правдой. Из этой правды стоит множество исследований. Средний возраст основателя успешной компании около 45 лет. Многие способности мозга достигают своего пика после 40, а настоящий успех почти всегда строится на накопительном эффекте. Знания, опыт, связи и репутация складываются годами.
Китайские мудрецы сравнивают путь к успеху с ростом бамбука. Несколько лет над землей почти ничего не видно. Кажется, что растение совсем не растет, но все это время под землей развиваются корни, а потом бамбук начинает расти с огромной скоростью. Со стороны кажется, что успех пришел внезапно, но на самом деле за ним стали годы наземной работы. Настойчивость. Ничто не может заменить настойчивость. Но если ты стоишь и называешь это своим темпом, то фраза превращается в наркоз. Накопительный эффект работает в обе стороны. Маленькие действия со временем превращаются в большой результат, а годы бездействия в упущенные возможности. И сам вопрос, опаздываю ли я, был поставлен неправильно с самого начала. Опаздывать можно только к чужому расписанию, а мы выяснили, расписание составлено миром, которого больше нет, для гонки без финиша, по дорожкам заведомо разной длины, и организатор этой гонки зарабатывает на твоей тревоге. Правильный вопрос звучит иначе. Я двигаюсь и туда ли вообще? Знать путь и пройти его не одно и то же. Туда это куда? Успех это не кубок. У слова успех нет общей единицы измерения, и никогда не было. Для одного успех – $1 миллион, для другого – победить болезнь и просто быть здоровым, для третьего – вырастить детей, которые взрослыми сами захотят приезжать домой. Там, где нет общей шкалы, сравнение бессмысленно. Есть одно единственное сравнение, где стартовые условия максимально честные. Это ты вчерашний. Сегодня чуть сильнее, умнее, чем вчера, ты выиграл день. Все остальное – чужие забеги. Но есть ли у этой гонки настоящий финиш? И что вообще делает человека счастливым? Ответ на этот вопрос уже больше 85 лет ищет гарвардское расследование развития взрослых. Одно из самых долгих исследований человеческого счастья в истории. Оно началось в 1938 году. Ученые десятилетиями наблюдали за сотнями людей, от рабочих из бедных районов до выпускников из Гарварда. Они следили за их здоровьем, карьерой, семьями, успехами и трудностями, пытаясь понять главное – что на самом деле определяет счастливую, здоровую и долгую жизнь. И они выяснили, это не деньги, не слава, не карьера. Единственный устойчивый фактор – это качество отношения с людьми. Руководитель исследования Роберт Уолдингер сводит 80 лет данных в одну фразу. Хорошее отношение с людьми, нашими близкими, делает нас счастливее и здоровее. Точка. Есть и другое важное наблюдение. Брони Вэр много лет ухаживала за людьми в последние недели их жизни и записывала сожаления, которые повторялись чаще всего. На первом месте – жаль, что мне не хватило смелости жить своей жизнью, а не той, которую от меня ждали другие. На втором – жаль, что я так много работал. И среди главных сожалений не было дорогих машин, ранней славы или недостаточного быстрого успеха. На пороге смерти люди жалеют не о том, что проиграли чужую гонку. Они жалеют о том, что потратили жизнь, участвуя в ней. Поэтому важно вовремя делать выводы. Если тебе 20, не расслабляйся, не смей сомневаться в себе. Помни, твое сомнение – чей-то товар. Каждый раз, когда тебе показывают успех в 25, тебе не показывают реальную жизнь, тебе продают товар или услугу. Самое ценное, что у тебя есть, это не деньги, это время. Единственная валюта, которую нельзя заработать обратно, не сливая ее в казино и быстрых схемах. Быстрые деньги почти всегда означают, что быстро зарабатываете не вы, а на вас. Все великое в этом мире строится годами. Компании, красота и сила, репутация и отношения. Твоя сила – длинный склон вперед. Начни лепить свой ком сейчас, любого размера, и время начнет работать на тебя, а не на тех, кто продает тебе твою же тревогу. Время стало средством платежа. Мы зарабатываем время и тратим его. Если тебе 40 или 50, тебя пытаются списать, не верь. Молодые все заработали, поезд ушел, сиди тихо. Это та же манипуляция, только с другого конца. У человека, который поверил в свою беспомощность, проще всего забрать последнее. Деньги, время и веру в себя. А теперь факты еще раз. Средний возраст основателя самых успешных компаний – 45 лет. К этому времени мозг уже не просто быстрый процессор, а огромная библиотека с хорошим опытом. И в бизнесе, где нужно понимать людей, принимать сложные решения и чувствовать рынок, мозг опытного человека часто обыгрывает молодой процессор. Да, ты может быть не так вынослив, как в 20, зато ты расчетливее и точнее. Ты умеешь работать эффективно, а не просто много. У тебя на руках то, чего у 20-летних нет. Это знания, связи, капитал и опыт. Опыт, какой бы он ни был, он твой. Цени его, уважай и пользуйся. Уходить в депрессию с мыслью «моё время пришло» – это не принятие. Это добровольная сдача карт, которыми все еще можно играть. Если внутри остались незакрытые вопросы и живое желание, то просто иди, просто в своем темпе. И получай удовольствие от самого пути, ведь, как мы выяснили, четкого признака финиша просто нет.
Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Пока одни выкладывают сторис, следят за чужой жизнью и изнутри съедают себя сомнениями, кто-то другой, без камер, без зрителей и громких слов, делает свой маленький шаг вперед. Кто-то тренируется, работает, учится, строит крепкие отношения и каждый день становится намного лучше. Через 10 лет окружающие скажут, ему просто повезло. Но теперь вы знаете, внезапного успеха не бывает. Бывает долгий путь, которого просто никто не видит в ленте. Каждый возраст дает свои преимущества. У каждого из нас свои карты, свои способности и свой путь. В 20 больше энергии, в 40 ясности, в 60 опыта. По-настоящему проиграть можно только одним способом. Так и не разыграть свои карты, потому что всю жизнь смотрел на чужие. Еще 2000 лет назад Сенека говорил: «Немало времени мы имеем, а много теряем». Жизнь может быть долгой и наполненной, если проживать ее по своему, а не по чужому сценарию. Вы не опаздываете, но и не стоите на месте. И часы, по которым стоит свериться, не чужие сторис. Приложите 2 пальца к запястью. Вот ваши часы. Идут. Значит, можете идти и вы. С годами человек очень многое теряет, но это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. Ты понимаешь, что жизнь — это такая игра, где важен каждый дюйм. Потому что в играх и в жизни, и в футболе цена ошибки слишком велика. Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже, и у тебя не вышло. Поспешил или опоздал на полсекунды и остался ни с чем. Эти дюймы нужны нам всегда. И я знаю, во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм, потому что это и есть жизнь. Спасибо за ваше время. Для меня реально важно, чтобы каждая минута, проведенная на этом канале, была для вас полезной. Если ролик заставил вас о чем-то задуматься, поставьте лайк и напишите в комментариях, с чем вы согласны, а с чем нет. Не только ради поддержки канала. Алгоритм показывает людям то, на что реагируют другие. И каждый ваш лайк — это шанс, что кому-то вместо очередного пустого ролика про 1 20 000 000 покажут это видео. Пусть хотя бы раз алгоритм сработает против тех, кто продает нам тревогу. Канал пока у нас небольшой, но я просто продолжаю делать свою работу. И как сказал Баффет, день за днем леплю свой снежный ком. И последнее. Помните цифру 150. Мы сами формируем свое окружение. Людей, которых слушаем, читаем и впускаем в свою жизнь. Поэтому важно не отдавать этот выбор алгоритмам. Создайте вокруг себя окружение, которое помогает расти, думать и двигаться вперед. У меня есть телеграм-канал, я его веду уже больше 5 лет. И там я разбираю то, о чем мы говорили сегодня. Это деньги, корпорации, технологии и скрытые процессы, которые управляют нашей жизнью. Поэтому, друзья, подписывайтесь, буду рад каждому. И увидимся в новом видео. До скорых встреч!